Всем большой привет! Друзья, сегодня готовлю консервированную фасоль с мясом в автоклаве. Очень вкусная заготовка, которая не будет лишней точно. Сочная, питательная и очень вкусная фасоль. А когда нету времени готовить, открыл баночку, скушал. Или можно добавить в борщ или суп. Цена вопроса: на 22 вот таких банки пол-литровых, 3 килограмма мяса, немного сала, ну и, конечно же, фасоль. Если у вас есть своя, значит вы сэкономите больше. 3 килограмма мяса и килограмм сала должен быть. Мясо, тут у меня окорок, свинина. Любое мясо можно использовать, курица, утка, какое есть. У меня окорок. Очень важно мясо нарезать более крупными кусочками, а весь жир срезать с мяса, если такой у вас имеется, и нарезать его отдельно, более мелко. Потому что когда попадется большое количество жира в банке с фасолью, ну как-то не очень приятно его кушать. Поэтому сначала нарезаю мясо кубиком величиной где-то сантиметр-полтора, а сало нарезаю отдельно. Вот такие у меня из тонкого сала обрезки, остатки из холодильника. Все измельчаю максимально мелко, и благодаря этому сало потом растопится и его практически не будет чувствоваться в готовом блюде. Теперь сало смешиваю с мясом и пока ставлю в сторону. Фасоль предварительно я замочила на ночь. Вот такая она у меня красивая, разноцветная. Очень важно, чтобы фасоль набухла полностью. Если попадается такая сморщенная, значит оставьте еще на пару часов ее набухать. Иначе готовое блюдо получится у вас не такое сочное и вкусное, как должно быть. Фасоли сухой я взяла 3 килограмма и замочила водой. Теперь банки сухие, чистые, не надо ничего стерилизовать. В моем автоклаве помещается 22 пол-литровые банки. Мясо распределяю по всем банкам, добавляю по одному лавровому листику в каждую банку. Дальше перец черный, но горошком я не добавляю. Лучше всего добавлять молотый в этом случае перец. Четверть чайной ложки тоже в каждую банку. Так перец не будет чувствоваться вообще в банке, и не надо будет потом доставать эти горошки перца. Соль на одну баночку — это 1 чайная ложка без горки. Вот я ножом разравниваю и добавляю в каждую банку соль. Вот. Теперь насыпаю небольшое количество фасоли, перемешивая все это обязательно. Так будет, поверьте, вкуснее. Мясо равномерно распределится по всей фасоли. Если так не сделать, тогда в готовом блюде у вас получится мясо на дне банки, а фасоль только сверху банки. Стараюсь максимально хорошо утрамбовать, так чтобы не было пустот. И на выходе у вас не получилась полупустая банка. Поэтому хорошо утрамбовываем по нижний край горлышка. Точно таким же образом я заполняла все банки, 22. Вот такой вид. Уже красиво и аппетитно смотрится, довольно-таки немалое количество и мяса на такую баночку. Заливаю водой, чтобы покрыла только фасоль. Воздух выходит, доливаю воду по нижний край горлышка. Это важно. Мне осталось банки только закатать жестяными крышками и отправить в автоклав. В автоклаве температура 118 градусов. Накачиваем 1,2 атмосферы и отправляем автоклав на огонь. Доводим до 4 атмосфер и выдерживаем 35-40 минут, но не больше. Фасоль уже приготовилась, уже остыла давным-давно. Теперь открою баночку. Вот посмотрите, друзья, очень удобная заготовка. Довольно-таки большое количество мяса, жира практически не видно. Он весь растаял и только добавил сочность этому блюду. Сверху свежая зеленушка, у меня зеленый лучок. И когда нет времени готовить, в любой момент достали и наслаждаемся. Посмотрите. Фасоль очень сочная получилась. Это очень питательное, вкусное блюдо. И, можно сказать, довольно-таки экономное. Так как на 22 банки обычной тушенки нам надо было бы потратить
13-14 килограмм мяса, а тут на 22 банки всего 3 килограмма мяса и 1 килограмм сала. Очень надеюсь, что рецептик вам пригодится. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока!